Dyson Sphere Program – игра про строительство заводов на разных планетах, которая находится в раннем доступе с 2021 года. Заслуживает ли она внимания? И мой ответ – да, определенно заслуживает. И сейчас объясню почему. Первым делом хочется сказать про масштаб. Игра, конечно, не содержит всю галактику, но содержит десятки звездных систем. Я еще, опять же, по первым впечатлениям, по первым 10 часов не вышел за рамки одной звездной системы. И это круто! То есть игра не провисает ни на секунду. Обычно, когда говорится о играх в раннем доступе, то контента там с чайную ложку, и все это заменяется бесконечным гриндом. Но нет, здесь все работает. Игру можно и покупать, играть и получать от этого удовольствие. Несмотря на свой простой визуальный стиль и сходство с игрой Total Annihilation, где мы тоже управляем роботом, но наша задача разрушать исключительно, то здесь мы занимаемся созиданием. И это классно. Так как я наиграл больше сотни часов в Satisfactory, я буду ее сравнивать в основном с Satisfactory. Хотя, опять же, ближе здесь она, конечно же, к Factorio. И сравнение игры из раннего доступа с релизной будет не в сторону Satisfactory. В чем, на мой взгляд, была проблема у Satisfactory? Там есть разные механики игровые, которые, грубо скажем так, сшиты друг с другом. То есть, допустим, те же поезда, можно ими вообще ни разу не воспользоваться. Нету потребности использовать какие-то определенные технологии. Если там с жидкостями все равно придется возиться, то, допустим, транспорт, он выглядит лишним и ненужным. Здесь пока что я такого ничего не нащупал, но опять же я сыграл довольно-таки мало, и все кажется довольно аккуратно подогнаны друг к другу все составные части и механики. Я точно знаю, что самым последним нововведением была боевая система. То есть у нас здесь есть противники, у которых есть база и которые периодически нападают. Сложности они собой не представляют даже при наличии целых 3 баз. Просто нужно иметь достаточно развитые технологии, и в общем-то и все. Сами битвы или оборона не представляют собой что-то изящное, изысканное или глубокомысленное. Если они нападают на нас, достаточно самого робота, которым мы играем. Если же нападаем на их базу, достаточно пары турелей, и все это превращается практически в избиение младенца. Да, проиграть можно, но если играть совсем уж резко и дерзко. То есть тактика, верная мне с 96 года, впервые примененная во втором Варкрафте, работает безотказно до сих пор. Особый интерес и наслаждение представляет собой система перемещения между планетами. Потому что ты просто берешь, взлетаешь и летишь в бездну, в космос. И это классно. Примерно так же классно было в Астронир. Правда, там надо строить ракету и перелетать, и нельзя управлять в процессе. А тут прямо вот взял, взлетел и полетел дальше. Классно. Единственное, что омрачает этот весь праздник жизни, наличие вот этой вот космической базы. Почему? Потому что если она случайно пересечется с траекторией полета, то либо ее надо будет облетать, либо вот эти вот войска снесут нашего робота, и придется его либо возрождать, либо переигрывать. Что не очень-то приятно. И у меня, да, проблемы с приземлением. Я не очень понимаю, почему так получается. Пока что самый бесящий и раздражающий аспект игры — это взлет с планеты от газового гиганта, потому что я не могу от него оторваться. И получается у меня это раз с 10-й попытки, наверное. И это так напрягает. А в остальном это вот... И это самый худший аспект игры. Здесь еще довольно интересно реализовали победу над противником. Точнее сказать, это не совсем победа.
После уничтожения вражеской базы у нас здесь остается ядро, которое тут надо, точнее сказать, дыра до ядра, который можно засыпать, но это требуется довольно-таки много всякого разного. И это постоянная угроза. Плюс еще в космосе постоянная угроза. Так что расслабиться игра не дает. И по поводу вообще расслабления. Очень большое древо технологий. Причем я его изучаю довольно-таки интенсивно. И открываются новые какие-то вещи. Я даже не успеваю их использовать, потому что я еще старые не достроил цепочки. И тут технологии относительно самого этого робота. И это классно, тебя просто зацепает этим всем. Ты такой, да! Можно и туда пойти, и то посмотреть, и то добывать. И это круто. То есть игра не застывает на одном месте, не начинает буксовать. И это прекрасно. Я по-прежнему играю в стиле строй как бог на душу положит, а там разберемся. И игра это позволяет. Самое большое отличие, наверное, от Satisfactory — нельзя строить сквозь. И тут уже приходится планировать более разумно, скажем так, и вдумчиво. В целом, после 10 часов игры она не надоедает. Вызывает только жгучий интерес узнать, что там есть еще дальше и как это взаимосвязано. Строительство чего-либо не убивает интерес, и думаешь, ну господи, ну зачем это еще раз? А наоборот, создает какие-то сложности, то с энергопотреблением, то с логистикой, и это не утомляет, а подстегивает двигаться вперед. Если вы хотите посмотреть, как я страдал и как это выглядело в Satisfactory, ролик специально для вас. А на этом все. Всем спасибо и пока-пока.